Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Так, я сегодня, если честно, не знаю, на чем я буду играть. Конечно, жалко, что это Тини пришел мне, а не БХ в 2 звезды сразу с первого раунда. Не, конечно, если бы мне пришел сейчас БХшка с первого раунда в 2 звезды, то я бы сказал, что это точно моя игра. И она пойдет как по маслу. Не знаю, на чем я буду здесь играть, поэтому я буду сегодня импровизировать, я буду водой, буду принимать абсолютно любую форму. Ну, короче, контент обеспечен, поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов, хорошего дня, соответственно. Ну и надеюсь, вы уже поставили свой лайк, оставляете комментарий, а кто не подписан, то подписывается. Ну и, соответственно, кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Хо-хо-хо-хо. Вот это прикол. 2 усиления за 2 раунда. Серьезно? Сильно, сильно. Мне нравится такой исход. Жалко, конечно, это не БХ. Давай сейчас на следующем раунде ко мне приходит БХ. И будет вообще кайф. Что я хотел сказать? Блин, прикиньте, из головы вылетел. Ну ладно, я думаю, я все сказал. Потому что, ну, такой старт редкость бывает. Почитал ваши комментарии по поводу моих предложений насчет сборок. Все будет, ребят. Но это будет, скорее всего, долго. Так как, ну, времени тупо в обрез. О. А знаете что? Может сыграть на троллях? Может в действительности сыграть на троллях? Типа, почему бы и нет? Я бетика продам. Возьму ШД. ШД пригодится. ШД еще все-таки сильный персонаж. Блинк возьму, ну, тоже пусть будет. Позиционку там буду менять, все такое. В общем, то, что я вижу там по легендарным фигурам, то и у меня есть, в принципе, несколько идей в голове. Во-первых, это сыграть через дубликаты, потому что есть импресска. Я давно сборку на дубликатах не показывал, но это довольно-таки сложно, и нужны прям предметы будут. Не, ну это отвал башки. Я думаю взять этот кристалл. Я в любом случае смогу его переделать, так как он дает сразу перекрафт во 2-й тир, потому что он перекрафчивается, грубо говоря, за 3 монеты. Поэтому этот предмет я смогу, в принципе, реализовать. Кучу гоблинов вижу. Скорее всего, здесь будут гоблины. Кто-то по-любому один соберет гоблина. Есть панда. Вот посмотрим, насколько там парень скилловый. Как он будет доставать эти панды. Я думаю, что там парень будет скилловый. Причем очень. Чё, кстати, как вам контент с Эмбером? Не совсем много комментариев, конечно, но насколько он вам понравился. Просили реализовать какую-то панду? Реализовал. ТБшку еще я очень хочу реализовать. Но для этого мне нужно, чтобы не упал ранний пакт мертвецов. То есть на 3-м раунде желательно. Чтобы я там смог вингу себе найти спокойно, не парясь. Еще кого-то понаходить. Я в любом случае бы через друидов играл, поэтому я бы находил себе вингу. 100%. И желательно, конечно, ее в 3 звезды. Есть инсеки, кстати, на секундочку. Тут есть, кстати, аптечка священника. Можно было бы инсеков собрать. Но тот, кто играет на инсеках, у того тетюрка на 1 сантиметр больше. Ой, больше, меньше. Оговорочка по Фрейду. Ну, короче, вы поняли. Тот, кто играет на инсеках, у того тетюрка на 1 сантиметр меньше. Ну, оговорился, но с кем не бывает. Ну, сам люблю там поиграть на инсигах, да, чтобы плюс 1 сантиметр получить. Ой, все, ребят. Бляга, течет знатно. Ой, ладно. Можно, в принципе, сыграть на воинах. Горный вождь есть. Единственное, что непонятно, будет ли какой-то керри. ТБшку я в этой игре сейчас не буду реализовывать. Нет, да, я в этой игре даже пытаться не буду его реализовать. Я в какой-то другой игре реализую, потому что тут есть жесткие легендарки, есть импресска, а возможно, значит, это будут шаманы и ТБшка, если будет плохо идти, не будут приходить нужные предметы, ТБшка тащить не будет. Вот на самом деле в текущем патче ТБшку можно пробовать реализовать даже под троллями. Даже не то, что можно, а я думаю, нужно попробовать реализовать их под троллями, потому что троллей бафнули. Ой-ой-ой, как хорошо. Ну... Пум-пум. Плюс еще, когда ТБшка, кстати, перевоплощается, он же увеличивает себе скорость атаки, поэтому в текущем патче даже нужно попробовать. Ну, короче, я 100% попробую, ребят, поэтому ждите.
Не знаю, когда это сделаю, но когда-то да сделаю. Знаете, как говорят, обещанного 3 года ждут. Чисто у Тиника тычка 200. Хорош. Давай, через бедро. Бэмс. Станчик, станчик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Прикиньте, чуть-чуть не хватило времени, чтобы Вич-доктор закинул станчик. Чуть-чуть, прям на тоненького такого. Ладно. Ладно. О. Есть панда. Но я на самом деле хочу поставить троллей. Через панду играть... Не буду. Не буду играть через панду. Поставлю себе пока что синергию троллей, потому что она увеличивает скорость атаки. Под моего такого тиника, у которого, извините, 200 урона с руки, то я думаю, тролли самое то. Можно еще воинов было бы поставить, потому что тиник не особо плотный. На самом деле, как по мне, вот тиника надо переделать в плане его способности. Как по мне, она мусорная, эта способность. Можно было бы добавить что-то пополезнее. Там, например, он с веткой дамажит. Да не, с веткой дамажит, это сильно. Ну, станчик какой-то, знаете, который он не подкидывает героя, а чисто по области закидывают. Там, вот как в доте. Он там камнями закидывает, и там стан по области. Я думаю, это было бы даже пополезнее. Ну, потому что если добавить ему ветку из доты, я думаю, это прям слишком сильно будет. Типа ветка из доты, там... ну, эта фигура будет не за одну монетку. Я думаю, за 2 монетки. И то это будет жесткий кири. Ля, как он наваливает. Хорош. Хорош. 2500 урона. Собака. О как. Так это может быть ранний баф людей? Сейчас выйду в хорошую экономику. Посмотрю, сейчас выиграю раунд или нет. Если выиграю раунд, то, соответственно, я не... Ладно, плевать на того тусика. Продам его просто. Как у меня мысли меняются в голове, да? Не, на самом деле, типа, можно тут и Зевса попробовать реализовать. Вообще, я в текущем патче очень хочу реализовать это 5 драконов. Попробовать взять себе 11-12 уровень. Я, в принципе, реализовывал 5 драконов. Но мне вот, понимаете, интересно именно через магов реализоваться. Хочу, кстати, ДК попробовать еще реализовать под троллями. Поэтому, возможно, будет иногда появляться однотипный контент несколько дней подряд, в плане того, что там, допустим, реализуют троллей под той или иной сборкой. Ну вот ДК на самом деле это тот герой, которому не то что урона не хватает, ему не хватает скорости атаки. И вот в текущем патче, когда троллей бафнули, ДК это машина для аннигиляции. Поэтому я говорю, что хочется попробовать именно ДК раскрыть. Я думаю, в текущем патче ДК это просто сверхмашина, которая уничтожает. А мне, кстати, в комментариях кто-то писал о том, что он реализовывал ТБшку через 5 драконов и говорил, что это очень сильно. Ну, это интересно звучит. Типа, помните, как старая мета была, когда вы ставите себе 4 ведьмака, ставите себе 5 драконов и Керри Свена, условно, да? Ничего там, типок заряженный. Просто на 5 уровне имеет 2 тинкеров, 2 резаков. Хорош, хорош. Вопросов не имею по скиллу. Ни грамма. Так, и у меня еще вопрос к зрителям. Накидывайте свои варианты сборок. Интересные, которые будут играбельные. Давайте, жду. Потому что у меня как бы еще куча идей. Там у меня ЦК в голове реализовать, у меня в голове ДК реализовать. Там много кого реализовать в голове. Но я хочу, чтобы у меня было намного больше идей. Потому что, знаете, бывают такие дни, когда ты тупо играешь. И вот условно тебе не идет та сборка, которую ты придумал. Но идет какая-то иная. Но зачастую у меня на самом деле не идут вообще ничего. По сборкам нормально. Просто у меня, как у меня это бывает. Я тупо играю, какая-то спонтанная сборка, и все. Я погнал. Волосы назад, и я погнал. Люди. Что я за реликвию хочу? Я на самом деле думаю, что можно взять реликвию кабанов, если она упадет. Если нет, то можно взять, соответственно, реликвию аптечку священника. Ну, это то, что я бы хотел, наверное, да, чтобы можно было бы поразменить свой хп. Реликвия Икс неплохо будет смотреться. Ну, часы на 10 раунде такое себе. Рандомный предмет тупо получить, я думаю, такое себе. Ладно, сейчас посмотрим. Давай, показывай. Показывай мне, что там у него упало.
О, реликвия кабанов. Ой-ой-ой, лондруид. Вот что за... Вот как это работает? Как это работает? Ладно, возьму этот предмет. Вот я просто к чему говорю, что как это работает, потому что я вот, ну, не хочу на зверинца сейчас играть. И мне тупо идут... Что? Правильно. Мне идет зверинец, кстати, я тупанул тут чуть-чуть. Надо было быстрее думать. Я слишком поздно продал героев, чтобы закинуть в него предметы. Ну, я там, в принципе, парочку главных предметов закинул, но это, правда, мне не помогло. Чел там на резаке меня просто срубил. Из-за того, что у меня, кстати, предмет первого тира, он на 25% больше урона нанес мне своей срубкой. Ну, что ж. Кто вдруг не знает, как работает печатка первого тира, объясняю. Вот эта перчатка первого тира, которая дает 25% урона, она работает от ценности продажи вашей фигуры. То есть, если у вас ценность продажи фигуры условно 1 монетка, инсеки идут, прикиньте. Прикол. Чтоб мне всегда такие инсеки шли, когда я записываю их на контент. Раз в год, ну ладно, не раз в год. Раз в пару месяцев такое бывает, что я инсеков записываю на контент. А, ну там сумка Пандамена, он просто ролился. Раз в пару месяцев бывает такое, что я записываю инсектоидов на контент, потому что просят, чтобы показать, как оно работает и тому подобное, объяснить. Вот раз в месяц я пытаюсь это записывать, мне так инсеки не идут. Очень редко, когда мне так инсеки идут. Еще реже, когда мне идут предметы для инсеков. Короче, вернемся к перчатке. Перчатка первого тира, которая дает 25% урона, она работает от ценности продажи вашей фигуры и вражеской фигуры. То есть, если ваша фигура имеет ценность продажи меньше, чем вражеская фигура, то вы наносите по той фигуре на 25% больше. Касается этой способности и тычек с руки. А что-то типа может не прийти уже баф людей? Я, конечно, как бы все понимаю, но мне там 2 человека пришло. Там дайте мне Лину какую-то, легионку дайте мне какую-то хотя бы. Потому что как-то моя сборка выглядит неполноценно сейчас. С ранним бафом людей было бы, ну, покрасивее, как по мне. Чел там будет играть, кстати, через убийц на пандах. Угу. Неприятно, конечно, это будет, но у него там по хп сейчас грустно, 54 на 13 раунде. Угу. А, еще, кстати, ребят, я буду записывать Марси, как она себя чувствует в текущем мете. Буду записывать ее через синергию кунг-фу. Наверное, дополнять буду синергию духов сверху. Ну, а там посмотрим. По ситуации буду отталкиваться. Потому что давненько я на своей любимой Марсе не играл. Хочется поиграть не на моей любимой Марсе. Там 2 типа. У одного 5 винстрик, у второго 7 винстрик. Кабанчики... Ладно, забираю свои слова назад. Кабаны ужасно апаются. 14 раунд, у меня 3 кабана по 2 монетки. 2 кабана по 3 монетки. Какой же это шлак. Я напишу разработчикам по поводу этой реликвии, потому что, мне кажется, ее все-таки нужно вернуть так, как она была. Сейчас ограничение в 10 раундов эту реликвию тупо убивает. Ну что ты огромный, ты что такой дерзкий, ты что так много урона наносишь, дядя? Нормально он мне прописал. Просто минус между глаз. Ставлю немножко себе синергию воинов. Пригодится. Защита никогда лишней не будет на мобах, особенно когда тут волки, которые будут критовать. Сейчас бы мне молнии какие-то второго тира упали, было бы вообще зачетно. Либо момчик. Там уже антимага нашел. Чел. Чтобы вы понимали, чел на 5 уровне тупо ролился и нашел себе антимага на 5. Кстати, чел ТБшку хочет реализовать под троллями. Интересно, получится ли это у него или нет.
Ну, это вот это вот интересно. Мне нравятся такие соперники, которые пытаются что-то необычное собрать, вот как по типу сейчас чел пытается собрать себе ТБ. Вот такое мне нравится. Да я думаю, многим нравится такое. Да? Всем нравятся нестандартные сборки и все такое. Предметы, конечно, мне такие сочные падают. Ух, аж прям, знаете, ну, покрепчало. Ниже пояса. Бафы людей, я так понимаю, не дождусь сегодня, да? Чисто закон подлости в собственном соку. Можно, кстати, вместо эгиды поставить СФ, но у меня стенка очень слабая. Типа, если бы у меня не было такой слабой стенки, то я бы поставил. Чё там, кстати, у двух челов там пандапад, судя по всему, да? Жетон отступника, классная тема. Я бы взял, но... Не знаю, мне хочется, если честно, зарандомить. Либо взять корону, которую отхил будет давать. Хотя ладно, возьму жетон. Возьму жетон. Урон лишним не будет. Так, и возьму урок войны. Собаку пока закину. Короче, все, я придумал. Все, ребят. Мы будем играть через троллей. Будем играть, скорее всего, через антимага. Либо же через импресску керри. Все, поехали. Рок войны есть. Будем играть через сейчас импресску керри. Работаем. Работаем, Олег. Работаем. Вы прикиньте, какой трэш. Мне тупо не идет баф людей. Бог рандома меня что-то сегодня не любит. Ладно, уберу, короче, сейчас эгиду. Тем самым уберу себе синергию воинов. Я думаю, баф чернокнижника будет чуть-чуть поприятнее. Хотя 10% от хила. Ну ладно, сейчас, кстати, кабанчики нормально так. В среднем нормально выросли. Ну, тут без... Аганим? А зачем он тебе в тинкере, тогда вопрос? Ну как бы, Аганим добавит ему чуть-чуть урона, но не лучше было бы засунуть в Дарксира. Ля, прикиньте, если бы у меня был Хускара 2 звезды, я бы, скорее всего, его забрал. Вы прикиньте, какой анлак. Тупо, если был бы Хускар в 2 звезды. Обалдеть. Да, я знаю, если что я выхожу из экономики. Но у меня будет реликвия кабанов, поэтому плевать. Я лучше усилю свой стол. Нежели буду очень сильно получать в табло. Ну ладно, на самом деле сейчас кабаны более-менее норм. Ничего не могу сказать плохого. Ну, пока что нормально так, если посмотреть. Я думал, просто эти кабаны, которые поменьше, ну, там, которые были по 2 монетки, я думал, они апаться не будут хорошо. Они сейчас нормально пошли апаться. Если в конечном итоге они сейчас добавят мне за эти раунды плюс 2-3 монетки к каждой стоимости кабана, то вообще будет по кайфу. Но на самом деле я все-таки напишу разработчикам, чтобы они эту реликвию пересмотрели. Потому что сейчас, как по мне, это ужасная реликвия, которую, ну, не очень хочется брать. Ты слишком много теряешь своего стола, слишком много жертвуешь чем, чтобы просто использовать эту реликвию. А выхлоп ты можешь иногда получить максимально плохой. Я так понимаю, сегодня у меня будет день собак, да? Просто ни один человек не идет нормально. Почему я не удивлен? Хотелось бы мне удивиться. Ну, удивляться-то нечему. Ну ладно. Ну и ладно. Ну и сильно-то мне хотелось. Болт на 28 мне не баф людей. Значит, болт на 28, на 28 не баф людей. Фу, я же заговорился. Ладно, ребят. Расслабьтесь, расслабьтесь. Пока все норм. ХП есть, деньги есть, уровень есть. Отвень ТБ. Как он бьет. Я его не добью, прикиньте. Чуть-чуть не добью. Или добью. А, не, ему там баф гоблинов упал. Вот это анлак. Если бы не баф гоблинов,
Я бы его добил. Ну ладно, я чуть-чуть получу. -2 это слезы. Идем уровень дальше спокойно. Я просто подумаю сейчас еще о том, что можно было бы ДК попробовать все-таки собрать. Чел, остановись там с пандами, пожалуйста. Так, один кабанчик у меня 10 монет. Ну, кстати, если так подумать, то в среднем неплохо у меня кабанчики подросли. Могло быть намного хуже. А так, по сути, у меня минимум это 7 монет. Могло быть ужасно прям хуже. Поэтому в целом, все в порядке. Я считаю вообще топчик. Ну... Как ты антимага себе 2 звезды сделал? Я просто не понимаю. Чел его получил на 5 уровне. Потом собирает его на 7 уровне 2 звезды и все. Ну это жестко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ой-ой-ой. Не, я вот эту вот новую реликвию монеты брать не буду. Я хотел, чтобы мне немного другая реликвия упала, но в принципе ладно. Что упало уже, то упало. Кстати, кабаны, если что, не попались там по монеткам. Чуть-чуть осталось до 10-го. Как же игра надо мной угорает, вы это видите? Спасибо за баф людей, это во-первых. Во-вторых, спасибо за баф троллей. Я понимаю, что их много продал-то по итогу, но все же. Игра могла бы снизойти ко мне. Вот так вот предметы перекидываю. Мне вот этот вот предмет, конечно, вообще не нужен. Так вот делаем. Красиво. Я ШД продал, я думаю, от него не особо будет много импакта. А вот то, что у меня сейчас импресска будет разваливать, я в нее верю на 200%. Еще, кстати, себе баф чернокнижников второго уровня поставил, 30% от хила получил. Напоминаю, ребят, кто вдруг в танке и не слышал по поводу обновлений, напоминаю то, что сейчас чернокнижники дают отхил на чистый урон любого вида. Со способности, со скилла, с предмета, без разницы. Просто любой чистый урон будет отхиливаться с помощью синергии чернокнижников. Ля, вы прикиньте, если я того типа возьму, ну у него, конечно, очень сильный стол, но если я того типа сейчас возьму и вынесу ему винстрик, боже, я столько получу. ДК есть. Да нет, давайте играть через импресску уже. Раз так хорошо пошло, то грех останавливаться. Прикиньте, мне одного тролля не хватает. И это тролль Хекс, тролль Шаман. Ля ты крыса. Ладно, один антимаг хорошо, два лучше. Ну, кстати, я антимага как саппорта соберу тогда. Не как керри, а как саппорта. Хотя на самом деле, если антимаг не придет в 3 звезды, то можно и антимага в 3 звезды собрать с хорошими предметами и просто навалять всем. От края до края. Пока что будем юзать импресску. Джакира. Да не, ну Джакира мне не нужен. Свен. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ля, какой прикол. Блин, ну мне так не хочется стерять баф чернокнижников, но 2 импресски, как по мне, будет намного круче, особенно когда у меня синергия цвет есть. А, какая разница. В любом случае мне игра сказала, типа, Саня, вот тебе за воротник. А не троллей. Сейчас посмотрим реализацию импресски, насколько это будет мощно. Но я думаю, должно быть прям добротно мощно. Так, ТБшка, здорово. Бэмс. Просто 2 антимага присосалось к ТБшке, и ТБшка ничего не может. Блин, чел с винстриком, иди ко мне. Я тебя жду, мой дорогой. Кстати, алхимика буду покупать, потому что он будет давать по области. Ой, все, забейте. Все, это тупо забейте. Ах ты ж мерзость.
Ах уж, ой-ой-ой, какая он мерзость, прикиньте. Ready for takeoff. Oh, maybe after I lose some weight. О, чел поставил себе 6 троллей и собрал себе ТБ в 3 звезды. Угу, угу. Я, кстати, вот так вот сделаю. Не знаю, насколько это сейчас будет выгодно, но я думаю, будет выгодно, потому что, во-первых, много целей, и, во-вторых, у меня будет 4 импрески с предметами. Как говорится, один кири хорошо, но 4 будет как-то получше. Но антимага пока продавать не буду, это будет мой саппорт. Сейчас будет 25 раунд. Я, если что, буду играть через волшебников. Я волшебников выбирать не буду, так как волшебники дают мне вариативность. Вдруг мне понадобятся тут морские, неожиданно, да? Потому что здесь есть Дарксира. Ой, Дарксира. Потому что здесь есть Джакира. Поэтому я буду играть здесь через волшебников. Что вдруг чего там подставить ту сборку, которая мне будет необходима именно в текущий момент. А не какая-то там, лишь бы от балды. Потому что, допустим, там собрался фулгорн. Зверей я особо не боюсь. Боюсь вот фулгорн и шаманов. А еще там собирается маг. Угу. Вот, кстати, то, о чем я и говорил. Что вдруг чего мне может понадобиться морские. Секундочку. This was the non-stop chop-chop of stainless steel. Ля, берсер как идет. Прикиньте. Я же, кстати, если что, оставлю антимага, а не вторую импреску. Так как антимаг будет высасывать ману, это прям будет очень больно. Я еще блинк, наверное, сейчас... Ну да, я думаю, блинк закинуть все-таки в антимага, чтобы он прыгал в тыл врага и просто засандаливал ему по самое не хочу. Просили, кстати, вертолетика собрать, Кири. Ребят, обещать не буду. Попробую обязательно. Ну, как по мне, вертолет как герой, он довольно-таки слабый. Ему слишком много надо. Ему надо и предметы хорошие. И чтобы он рано пришел в 2 звезды. Потому что если он тебе не придет рано в 2 звезды, то ты очень будешь разочарован. Это, наверное, одна из самых плохих легендарных фигур в игре. Именно из легендарных. Поэтому я особо Maybe after I lose some. не хочу на Гирыча играть. На вертолетике можно играть, вот, допустим, знаете как? Собираешь себе зверей, ставишь себе в вертолете Керри. Но тоже, под зверей можно собрать себе тех же самых... того же самого берсерка. И вот, кстати, я типа этого вынес-то по итогу, у которого был огромный винстрик. Вот почему он, а не я? Почему? Как это работает? Да. Хочу реликвию яиц. Вот это плохо. Чел нашел себе там двойные клыки. Для меня это вообще не очень хорошая новость, потому что напоминаю, что двойные клыки отлично работают против импрески. Чел нашел себе аппарата в 2 звезды. Чё так больно, простите? И тут я тупо прозрел. Мне падает все то, что мне вообще не надо, если честно. Сейчас, короче, я антимага буду заряжать, чтобы антимаг прыгал под его магов и начинал там нарезать бифштекс. Ладно, пусть пока волшебники стоят. Я поставил сейчас чистокровных себе.
Боже, что там чел сотворил, прикиньте. Там чел себе ТБшку перевоплотил в трехзвездочного зомбаря. Ой-ой-ой, какой гений. Ой-ой-ой, какой гений. Это жесть. Боже. Я думаю, там чел просто сейчас за голову схватился, держал ее и такой думает, боже, какой я дурак. Хорош, хорош, чел. Хорош. Просто перевоплотить себе трехзвездочного ТБ. Ну это гениально. Возьму молнии. Я в молнии как-то сейчас побольше верю. И возьму вот так вот, кстати, медальон второго тира, который отражает урон. Я думаю, прям будет топчик. Ну, тут, кстати, такой заряженный, если честно, шаман. Скорее всего, мне придется, во-первых, здесь морских поставить. Я не буду спешить. Где мое усиление? Спасибо. Спасибо тебе огромнейшее. Ай-яй-яй, прикиньте. Если бы у меня реликвия косы немного дольше бы поработала, то я бы сбил у чувака винстрик и взял бы себе 11 уровень, скорее всего. Ну ладно. Чего нет, того нет. Чел там тоже нашел себе импресску. Нельзя, чтобы он поставил себе 6 шаманов, надо, чтобы он вылетел. Блин, мне еще что-то в глаз попало. Сижу, моргаю, просто клипаю, снимаю на камеру. Но на самом деле я должен их всех выносить сейчас. Мне только нужна импресска в 2 звезды. Ну и берсерк 2 звезды. А так у меня в целом все хорошо. Контроля в игре не прям так уж и много. Можно взять мистический сундук. Вот это плохо. Там Котл с Хиксом. Ой-ой-ой, какой мне бред упал. На самом деле очень плохой предмет, потому что я рассчитывал на то, что мне упадет либо МКБ, либо БКБ. Лучше, конечно, чтобы БКБ мне упало. Ладно, упало то, что уже упало. Наконец-то. Не, ну игра сейчас станет намного проще. Я, кстати, еще Рики буду собирать против мага. Чтобы Рики накрывал тучкой. Так, чел поставил себе там банши. Ну что, кстати, кто опробовал банши? Кто-то уже вкусил всю ее мощь? Я думаю, уже многие, кто вкусил всю мощь этой банши. Да, я, короче, буду собирать антимага Рики сверху. Пум-пум-пум. Так, все, минус 2 типа. Хорош. Сейчас я, походу, с магом... А, не остался с магом 1-1. Блин, арчит. Вот, на самом деле, ребят, запомните, арчит один из самых сильных предметов на эмпреску, потому что ты, во-первых, у тебя эмпрески 3 штуки появляются. Во-вторых, у тебя летит арчит 3 раза. И вот там, где находится развал. Вот там, где находится развал. Не буду спешить сейчас продавать морских. Я посмотрю, как мне будет хватать Рики.
как мне в целом моей сборки будет хватать. Если все будет хорошо, то, соответственно, морских я ставить не буду, просто поставлю себе Рики. Может быть, и еще одного Рики поставлю. И все. И будем контрить магов. Видите, 2 хекса в меня тупо полетело. Ля, он меня снес. Да? Прикиньте, он меня снес. Так, минус еще один тип. Яйцо надо покупать на антимага, он пригодится. Да боже, за что мне такое? Почему мне такие вафельные предметы падают? Вообще не те мне предметы падают. Да. Чел там себе еще и Зевса нашел. Сейчас надо будет немного с расстановкой поиграться. Отлично. Тучка сейчас полетит на 3 кастеров его. Антимаг. Ой, хороший ты антимаг. Ой-ой-ой, как я его только что дошанул. Антимаг 5200 урона, МПреска 8000 урона. Какой прям ощутительный баланс сквозь монитор. Чел опять всех кучно ставит. Походу ему ничего жить не учат. Ну что, мы его сейчас научим. Да шо ж такое? Так, ребята, если что, дико извиняюсь. Потому что реально что-то в глаз попало. Походу ресница. Болт на 28 мне натыкали. Не, ну по-моему это конечная. Да, это конечная, прикиньте. Все. ГГ. Ля, неплохо так-то антимаг и с БФом наваливает. На секундочку. Ой, как это было близко к поражению. Ну, не к поражению, а к тому, что я раунд солью. Потому что там у чувака бессмертие было. Ай, хорошая игра. Чел на 3-м месте, я так понимаю. Да, прикиньте, он полных шаманов не собрал себе. Ну, что ж. Жаль этого добряка. Не успел, так не успел. А кто успел, тот и съел. Ну, на самом деле. Игра реально хороша. На лайте, на чиле, на расслабоне. Без какого-либо плана. Вот на самом деле такие игры, они самые вот кайфовые, потому что у тебя в голове нет никаких тупо планов. Ты собираешь себе сборку чисто из того, что тебе идет. И лепишь из нее такую конфетку вкусную, сладкую. Блин, ну по кайфу, по кайфу. Да и добавить мне в целом-то нечего. Просто хорошая игра. По предметам не особо мне, конечно, везло, но в принципе... А, да пофиг, сойдет. Чел на 3-м месте собрал себе почему-то 4 горна, почему-то он не захотел поставить себе фулл шаманов. Либо они ему тупо не пришли, либо я хрен знает. Он же мог поставить себе спокойно фулл шаманов и 4 горна. Это было бы очень сильно. Он бы выносил мага, и если бы ему везло на фигуры и предметы, то он бы меня еще сверху выносил. Ну, как говорится, ладно. А чел, который играл на тролляхе 4 чернокнижника, меня вообще удивил. Просто с пактом мертвецом закидывает его в ТБ. ТБ перевоплощается в следующем раунде, и он такой имеет зомбаря 3-звездочного. И он такой, ну, в принципе, ладно. Зомбарь? Так, зомбарь керри. Я думаю, это такие у него мысли были. Хотя, на самом деле, я уверен, что он там такой фейспалм поймал на все лицо. В общем, ребят, мне реально добавить нечего по игре, поэтому что думаете вы, напишите в коммент. Не забудьте поставить свой лайк, подписаться, кто, соответственно, не подписан. На телеграм-канал тоже мы подписываемся, все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи!